Хайрлы таң, доброе утро. Сегодня 31 июля 2025 год, почти август месяц. Мы находимся в Монголии. Доброе утро. Вот такое место мы вчера приехали. Доброе утро. Вот так выглядит наша юрт, в котором мы спали. Снаружи выглядит. Вот, с утра был дождь. Сейчас говорят, что трекинга, так скажем, похода, восхождения не будет. Несмотря на печку в юрте, под утро стало прохладно. Вот. Ой. Вокруг открываются вот такие виды. Там какая-то река протекает. Да, здесь так тихо, спокойно. Вот по пути вчера ночью, когда ехали, видели, что сюда свет тянут. Видите, столбы ЛЭП. Это, видимо, будет местный там этот трансформатор стоять. Вот внизу там огромное количество юрт. Там юрты, там палатки, автомобили стоят на берегу. Там вот наверху еще есть юрты. Вот. А горы, куда все ходят, да, на трекинг, там, да, поход, это вон там находится. Вот видите, вон там за этими холмами находятся снежные горы, вон там, где облака. Ого, приложение высотомер покажет, что мы сейчас на высоте 2720 метров над уровнем моря. Это вот место нашей ночевки. А так, кстати говоря, Баян-Өлгий считается высокогорным регионом по Монголии. То есть выше мест уже нету. И самые высокие горы находятся именно здесь. Вроде как самая высокая гора по Монголии около 4300 метров над уровнем моря. Потихоньку собираемся. Рано утром отменили восхождение, а сейчас вот возобновили, сказали, все же пойдем. Вот, уже на улице стало солнечно, а отменили изначально из-за дождя. Но сейчас все же решили идти. 9 часов 10 минут по местному времени. Выехали на стартовую площадку по лошадям. Ну, почти выехали. Так, вот здесь, оказывается, по ходу показываем пропуска, которые ранее делали, где потребовались паспорта и документ на машину. Вот такое вот здание. Дальше, видимо, пойдем вон туда. Наша команда. Да, запомните такими нас. Самый высокий монгольский пик. Сейчас вот, получается, на въезде нужно платить с человека 15 тысяч монгольских тугриков. В тенге выходит примерно 2300 с человека. Сюда вот приезжают на джипах, вот Mitsubishi стоит, там вот Lexus стоит. Здесь вот стоит, это, кажется, Toyota Harrier. Это такой полноразмерный кроссовер, кажется. Потом здесь Форды стоят, вот из Улан-Батора.
И буханки на буханках поднимаются. Вот так выглядит билет, оказывается, 15 тысяч, one person, single entry ticket, National Park, 15,000. Welcome to Mongolia, 2025. Симпатично. Как билетики в автобусах раньше были. Так, едем дальше. Здесь вот знак пешехода. Типа, видимо, отсюда начинается хайкинг. Но здесь также есть дорога. Нас сейчас максимально забросят, насколько это возможно, вверх. Дальше уже пойдем на лошадях и пешком. Интересно, что на этой высоте, почти 2700 метров над уровнем моря, летают чайки. В целом на полноприводном кроссовере подняться можно, но очень аккуратно. Нужно иметь хорошие шины, колеса. Виды потрясающие. Гор разноцветные, частично зеленые, частично коричневые. Вон там с левой стороны видны ледники. Виды немного изменились, поднялись еще выше. Горы стали немного фиолетовые, местами зеленые. Вдали видны снежные вершины. Так, будем сейчас проезжать через реку. Обалдеть, Toyota легковушка, передний привод. Мы тут офигеваем, как тут на буханках заезжают. Тут Toyota легковушка. Дорогу увидели, просто жесть. Я просто удивляюсь. Уже пару дней в Монголии, вот местные водители говорят, именно казахи, да, что монголы вообще, они, короче, машин не жалеют. И на любом виде транспорта едут, куда глаза глядят. Видимо, в свое время таким образом они завоевали мир. Просто куда глаза глядели, туда шли. Ну, здесь, конечно, красота. Но на легковую я бы в жизни сюда не приехал бы. Тем более на переднем приводе. Но это нужно иметь смелость, конечно, на переднем приводе сюда забраться. Вот наш водитель Дожан, проводник. Готов всегда всем помочь. Всю дорогу мы сюда ехали, всегда там кто-то сломался, кто-то остался, что-то случилось. Всегда останавливается. Здесь вот в верхней части, кстати, камней тоже хватает. Говорят же, вот каменистая дорога. Здесь бы я больше сказал просто камни, а местами где-то есть дорога. Вот они, те самые горы, ледники. Ого, здесь вот на такой высоте и озеро есть. Видите, на фоне ледники. О, здесь кто-то даже туалет установил. Видимо, какая-то нижняя парковка, что ли. Был знак парковка еще. Туалет видно, что новый. Идем дальше на подъем. Там на
какой-то вроде смотровой точки. Тут должны нас лошади ждать. Посмотрите, какие виды здесь. Просто шокируют. Какие ледники лежат. Эти ледники постепенно с годами, конечно, тают, исчезают, но мы успели застать, что есть сейчас на 2025 год. Красота потрясающая, конечно. Аяққа түсу керек асфальт. Аяқта көл бар екен ғой астында. Еще одно озеро есть вон там. Потрясающее. Вчера сюда приехали от города Ульги, добрались за 7 часов 25 минут до юрт, там до тех мест, где ночуют, да, и еще час 15, 1 час 15 минут потребовал, чтобы добраться до этой точки. И мы даже еще не приблизились к горе, то есть теперь нам говорят, что нужно брать лошадей и брать туда, идти куда-то до какой-то точки еще 5 часов на лошадях. 5 часов в одну сторону, потом еще обратно. Ладно, это еще бог с ним, да, дойдем на лошадях. Там, короче говоря, где лошади оставляем, с той точки еще пешком 3 часа идти в одну сторону. Если что, сейчас уже 10 часов дня. До захода солнца у нас осталось примерно 10 часов. Вот. А на лошадях туда-обратно 10 часов, плюс еще 3 часа, итого 16 часов пути. Еще обратно час. Короче говоря, как-то где-то математика не сходится у нас. Вот такие вот лошади здесь. Они невысокие, слушайте, такие компактные какие-то. Что-то между пони и лошадьми в Казахстане. Видимо, какая-то порода местная. Без Богда Тау. Официальное название этого места Алтай Таван-Болт. Вот здесь вот мы находимся. Короче говоря, если будете в интернете искать, то забивайте это название Алтай Таван-Болт, Монголия. Выйдет очень много интересного, много фотографий, картинок, видео. Вот. Ну и, соответственно, надеюсь, появятся и мои видео. Высотомер пока что мы на высоте 3135 метров над уровнем моря. Вот, собираемся на лошадях. Так, короче говоря, не знаю, либо надо мной подшутили, прикольнулись. Информация некоторая не соответствует действительности по времени именно на лошадях. Сейчас буду, короче говоря, как обычно, сам мерить, как дорогу. Здесь тоже на лошадях путь буду тоже мерить, сколько пройдем по времени, и там будет видно. Обалдеть, эти ребята приехали сюда. Вот эти красавчики просто. Асфальт сугубал, да? Можно, оказывается, вниз спуститься, просто это будет дороже. И могут чуть оштрафовать еще могут. Виды, конечно, шикарные, потрясающие. Ақырындап жаппайды ма? Прикольно, он поедает чьи-то какашки, ну, в плане какашки другого коня.
Че? Ох, ох. Че? 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 Шаршадың ба? Кажется, он устал. Ну да, в целом я сам... У меня вес как половина коня называется почти. Вот такие сегодня будни. О, туристы встречаются. Айнур! Айнур шақырыватыр. Енді атпен жүру деген ерекше екен. Мықты көріністер ашылып жатыр. Алда келе жатқан аты отырып келе жатыр. Ой, мынау жүре алмайды. Виды потрясающие просто. А уже отдельное, скажем, удовольствие ехать верхом на лошадях. Просто шикарные кадры. На улице, кстати, довольно прохладно. Прохладно, ветерок дует. Солнце печет. Чу! Зырған ұшы жер екен ғой. Айнұр, несін құлатып алмады ма? Уже сколько дней находимся в Монголии. Местные ребята постоянно рассказывают, что сюда часто приезжают туристы из Израиля, также из Южной Кореи и еще из США. Ну и, конечно же, потом Европа. Германия, Франция. Ну из Российской Федерации тоже приезжают, но говорят, что из Российской Федерации чаще всего приезжают сами, своим ходом, на своих машинах. Здесь вот такой кемп, оказывается. Есть туалет. Вот. Да. Өтіп кетіңіз. Қалай шаба сізбен? Сүре беріңіз, е? Жақсы. Видите, есть лагерь, палатки стоят. Юрта тоже стоит, солнечные батареи стоят. Видимо, сюда можно палатки ставить. Теперь идем вдоль вот такой вот груды камней. Обалдеть просто. Это какая сила должна быть, чтобы подвинуть это все. Походу это ледники. Просто огромная насыпь, знаете, будто бы собирается. Ну, это такие каменные отвалы. Будто здесь карьер там копали с той стороны. Вот, а то, что мы, кстати, вот этот лагерь прошли, где палатки были, сказали, что это, оказывается, бейскамп называется. И этот, там ребята ночуют. Потом взбираются на Малшин. На Малчин взбираются. И потом здесь идет восхождение. Восхождение идет. На еще другую высоту получается. Который гора здесь 4300 с чем-то там. Наверное, на нее идут, я думаю. Это, оказывается, кстати говоря, лошади монгольской породы. Монгол аттар екен. Сондықтан кішігірім көрінеді біздің аттарға қарағанда. Наверное, из-за того, что монгольская порода, они выглядят намного, ну не намного, а чуть меньше, чем те лошади, к которым мы привыкли в Казахстане. Просто невероятное путешествие.
Не передать словами. О, здесь еще озеро, и смотрите впереди. Озеро, вон там, видите, небольшое. Алдымызда келе жатқан самғар. Hello. Şap Mongol. Bala gezdi. Mongol şaplar болатын болса топтарда. Болса, аласа болса. Обалдеть. Аспа. Не торопимся, аккуратнее. Ух ты, это барсук да, анау қарыңдар. Томпақ екен. Анау қашып барады екеуі, тастың ар жағында. Су ішкізбейміз дейді. Так, не даем пить лошадям. Пока что. Надо добраться до конечной точки. Давай, черегой. Кстати говоря, настройка вот для ног именно. Здесь, оказывается, короткая. Походу, видимо, редко сюда приезжают длинноногие люди. Еще длинноногие, еще и тяжелые. Этой лошади не повезло. Мой вес с сумкой вместе 130. Суверме! Оказывается, нельзя давать лошадям, когда они спотели. Должны до конца добраться, там уже отдохнут. Смена лошади уже второй раз. Этот чуть не упал, кстати говоря. В последний момент здесь что-то начал потихоньку как-то спотыкаться, что ли. Видимо, отдых нужен. Он косым взглядом на меня смотрит. Все, опять поменялись с лошадьми. Тут прям, слушайте, каменистая дорога. Есть тропинка такая, прям лошади по тропинке идут. Давай. Давай, ты сможешь. Что за виды, да? Наш сопровождающий рассказывает, что вот этот ледник, этот первый, да? Он называется ледник Платона. Вот, а дальше, который он чуть дальше, он называется ледник Александра. Вот, ну, как бы рассказывают, что в свое время эти люди здесь были одни из первых, и, я так понимаю, они назвали эти ледники. Вот. Ох. Так. Дар. Не, без шаба алмаймыз. О, еще одна речка. Потихоньку переходим. Ноги освободил, это невозможно вообще. О, давай, аккуратно. Проходим. Все, добрались до подножия. Гора, оказывается, вот это вообще. Там вот эта маленькая, вообще другая какая-то гора. Туда, там ледник, говорят, туда идти, снаряжение. А вот это вот молчин.
Гора Молчин. Вот, добрались мы сюда со стоянки лошадей. Сюда. А вон, кстати, стоянка лошадей видно. Вон там, видите? Он там блестит. Ну, на видео, наверное, плохо видно. Вот, добрались за 1:35 на лошадях. На видео, да? Вот такой вот размер лошади, видите? Вот мы в полный рост стоим. Вот, видите, они маленькие, монгольская порода. Ну вот тут трудяги. Так, здесь вот стоянка, где лошадей, у подножия. Вот на эту гору планируем идти. 3330 метров над уровнем моря. Дальше пешком. Все. Здесь уже вот наш гид Акжол говорит, что идти 3 часа наверх. Вот, 2 часа можно обратно вниз спуститься успеть. Также говорит, что на Молчин, типа, были ребята, которые рекордно поднимались, спускались за 2 часа 20 минут туда-обратно. А у нас займет около 6. Сейчас обед, час дня. Конечно, поздно поднимаемся. Говорят, что высота там наверху 450. А я напомню, что мы на 3330. То есть подъем у нас будет почти 800 метров. Прилично. Очень круто. Обычно стараюсь не ходить в горы после обеда, но здесь как бы выбора нет. По пути здесь вот родник течет, прямо из-под камней выходит. Красиво, конечно. На каждой высоте своя красота. Туда тоже вот пошли ребята на конях, да, на лошадях. Говорят, там граница Монголии, Китая и Российской Федерации. В этих горах находится граница. Вот, и там, оказывается, есть что-то вроде таблички, что как бы здесь Монголия. А мы тем временем идем наверх. Фух. За всю жизнь самая высокая точка, где я был, это 4200 у подножия Эльбруса. Пытался туда подняться как-то, но не был к этому готов. Поймал горнячку, горную болезнь на 4200. Пытался акклиматизироваться, ночевал там, но боль не проходила. Ну, то есть вот эти ощущения, рвотные рефлексы, головные боли, бессонница. Очень тяжело было. Так что на Эльбрус я не пошел до конца. Развернулся и спустился обратно. Вот, так что иногда
нужно знать меру, границы. Если это небезопасно, чувствуешь опасность, страх, то это в норме вещей. Я, если честно, вообще как бы не гонюсь за тем, чтобы подняться куда-то уже давно. В молодости было, когда был помоложе, в студенческие годы. А сейчас уже, ну не получилось, не получилось. Бывает. Жить хочется. Сейчас у нас 7 человек поднимается. Вот, это вместе со сопровождающим Акжол. Уже -1. Маргулан Калданякта. Маргулан остался, сказал, посмотрим, подумаем. На каждой высоте своя красота. Благодаря облакам здесь становится все краше и краше. Какие-то непонятные звуки со стороны тех гор. А, вон там, смотрите, камни упали. Видите, вон пыль поднялась. Обалдеть, такой грохот был. Думал, уже ледник треснул. Красиво, конечно, красиво. Безумно, опасно, красиво. Фух. Вспомнил, называется, студенчество. Столько людей. Фух. Ну, немало людей сводил в горы. Уже на высоте 3475. Там было 3330. Здесь вот только что град был. Видите, он тает сразу. А наверху облачно. Там тоже тучные облака. Потом надо будет дома на Google картах посмотреть, какое расстояние мы примерно прошли хотя бы. Фух, вон там тоже ледник лежит. Не люблю сгущать ситуацию, но ситуация сама сгущается. Видите, какие там темные облака идут. И ветер стал холоднее. До этого мусора, кстати, по тропе особо не было. Вон там внизу, да? А вот тут выше уже, вон мусор. Вон там вот банки лежат. Там вот банка лежит. А появились эти окурки от сигарет. Еще пару озер появилось. Такой прям морозный ветер. Уже высота 3531. Вон на той горе находится отметка, что это Монголия. Вот так, если приблизить, вот так примерно. Чем-то напоминает Большой Алматинский пик. Очень много сыпучки, мелкие камни. Два шага вперед, один назад был отр. Ой. Сыпучка, местами крупные камни пошли. Так, уже по высоте 3621. Камни становятся все крупнее. Если по времени смотреть, то за 1 час и 20 минут преодолели 300 метров высоты. С той точки, где мы оставили лошадей. После 3600 посещают мысли: а может, уже хватит, пора возвращаться. В целом погода непонятная, то снег идет, то град.
Часть нашей группы уже пошли вниз. Трое ребят выше меня идут дальше. Двоих уже не вижу, они, наверное, там уже. Одного еще вижу. И не знаю, что делать. Уже как-то будем честны, желанием не горю дальше подниматься, потому что прекрасно знаю, что там нас никакой транспорт не ждет. Ждет только обратная дорога, та же самая каменистая дорога. Быть может, пришло время отпустить, как говорится, и вернуться обратно. Высота 3663. Чуть выше поднялся. 661 даже. О, снова солнце вышло. Когда солнце уходит, вселяет надежду. Якобы есть еще время, погода хорошая, иди дальше. Ах, дилемма. А так виды потрясающие. Понимаю прекрасно, что если выше подняться, виды будут еще интереснее. Снова идет небольшой снег, такие маленькие, как град, вот такие вот, сразу тает в руках, чистые такие, белоснежные. Все же надумал идти отсюда обратно вниз. Даже когда мы еще с лошадей слезли, у меня было сомнение. Стоит, не стоит, а что там ждет? Быть может, уже в тот момент надо было расслабиться и отдохнуть вместе с лошадьми. Иногда спуск может быть сложнее, чем подъем. Очень сильно все сыпется, камни падают. Много живых камней, не знаешь, куда наступить. Возвращаюсь. Пока спускался, кое-что вспомнил. Я же где-то примерно 6-7 лет назад порвал мениск в горах. Вот, сейчас спускался, думаю, блин, опасно, очень опасно, потому что я потом около 3-4 лет долго восстанавливался. Ходил, хромал, получается. Вот, но получилось восстановить без операции. Я там пил какие-то эти вещи там, разные витамины и так далее, делал упражнения. Вот, и сейчас хожу, то есть не хромая уже. Вот, про это даже забыл, называется, вот полез в горы. Вот, а так это очень больно. Порвать мениск, обалдеть. Я там почти первую неделю я почти не мог ходить даже нормально. Наступать не мог на ногу. Мне зафиксировали ногу, сделали рентген, МРТ там. Я дома лежал. Нормально ходить не мог. Вот. Вот. И еще кое-что сейчас вспомнил, сейчас расскажу. А это уже, кажется, в тему будет, но я не могу в плане сам лично подтвердить это, конечно, это только я слышал, мне рассказывали ребята, вот учителя истории, поделились такой информацией, что вот здесь же мы сейчас находимся на границе Монголия, Китай и Российская Федерация. Вот. А тут, по сути, недалеко находится еще и Казахстан. И говорят, что, оказывается, еще в период Советского Союза
не помню, Ленин или Сталин, что ли. Короче говоря, он сделал так, что ли, или не знаю, или после уже при развале СССР, что ли. Короче, период точно не помню, но ребята сказали, что, оказывается, раньше Казахстан граничил с Монголией. И с Монголией были очень тесные отношения казахов и монголов. Вот. Даже, к примеру, тот же факт, который, что столицу Монголии, Улан-Батор, именно название дал казах. То есть Улан означает красный, красный Батор, красный воин. Вот. Так вот, к чему я. То есть раньше Казахстан граничил с Монголией, и там вот какой-то период СССР, что ли, они разделили так территории, чтобы Казахстан не граничил с Монголией. И территория, которая вот граничила, да, поделила между 3 другими странами. Вот такая вот история. Я не знаю, конечно, насколько, ну, это факты, не факты. Если вы что-то про это думаете, если что-то знаете, тоже поделитесь об этом в комментариях. Потому что, ну, довольно интересная тема для обсуждения. Вот, в данный момент Монголия с Казахстаном не граничит. Такие вот дела. Добрался. Локе, Как там ловить? А, все красавчики. что там? Здесь внизу и теплее, и ветра поменьше. Вот, но солнце прям, смотрите, видите, пропало. Я думаю, я вовремя спустился. А ребята остальные, ну там с ними Самгар. Он в целом опытный парень. Я думаю, с ними спустятся. А мы пока что решили прогуляться вот до этого ледника, если получится. К лошадям спустился за 1 час. Колени дают о себе знать. Надо почистить эту обувь. Ох, от камней. Я тут, когда на цепочке спускался, набрал. Вот скетчерсы не подвели. У него вот задник усиленный, твердый. Вот эта подошва прям толстая, не прогибается. То есть по камням шел вниз, вообще не чувствовал. Красота. Но все же боялся, что порву. Где-то там зацеплю за острые камни, но в целом смотрю, просто грязные. Сегодня вспомнил интересный такой момент. Прикиньте, да, за долгую мою жизнь, ну вот мне, я ближе к 40 лет уже, чем к 30. И мне вот буквально сегодня дали 20 лет. Обалдеть. Сказали, что я похож на 20-летнего монгола. Ой, конечно, прикол был, прикол. Приятно, приятно, да. Но я в свои 20 лет и сейчас, конечно, это 2 большие разницы. Особенно по здоровью. Ой. Ах, ноги как болят просто. Обманчивая гора получается. Вот я сейчас внизу сижу, вообще никого не вижу наверху. Даже силуэтов людей не вижу. Получается, туда, куда мы поднимались, это, можно сказать, даже не конец там, да, а какая-то середина, наверное. И там еще идти, идти. Обалдеть. Ой, здорово, конечно, красиво. Блин, очень красиво, просто. Бывает же иногда так, что настолько красиво, но при этом еще жутко страшно. Потому что себя здесь ощущаешь вот такусеньким, да, маленьким-маленьким. На фоне этих гор. Когда ты голоден, даже кусочек хлеба просто... Просто так вкусно. Классно. Сюда бы сейчас шпроты. Когда сегодня их впервые увидел, подумал, что это подснежники растут. Ну, издалека. А так они немножко похожи, но это не они. Еще один такой момент. Монголов, которых мы здесь встречали,
по пути, там, в дороге, да. Большинство они из Улан-Батора. И, кстати говоря, они понимают и говорят на русском, и на монгольском, и местами даже понимают на казахском. Ну и, конечно, они знают английский. Не знаю, может быть, не все, но вот молодежь, которую мы встречали, ребята тут общались вчера, да, они на английском без проблем все общаются. После таких походов желательно, конечно, попить воды, чтобы восстановить водный баланс. Можно, кстати, покушать соль, что-нибудь сладкое, шоколадку, что-нибудь такое съесть. Ну, мне такое помогает. А соль — это чтобы восстановить вот этот солевой баланс. Как я ранее говорил, гора немного обманчивая. Видите, мы вот здесь были, а нужно было вот сюда забраться, потом по гребню, туда. И вот к этому камню пойти. Наши ребята сейчас там, уже исчезли. Они вот здесь были у камня, походу уже возвращаются. Спускаюсь к этому большому леднику. Здесь еще речка течет от другого ледника. Прикольно. Река, которая сюда течет, просто пропадает здесь. Проваливается куда-то в бездну. Идем дальше. Гора. Просто какие-то невероятные виды здесь ожидают. Обалдеть. Просто, что-то, знаете, такое неземное. Потому что, видите, здесь лед застыл. Сверху льда песок. И земля получается таким, знаете, вся в порезах. Видите, вот разрезы, расколы. Еще вода течет. Я смотрю, там вниз здесь дорога, но что-то опасно, кажется, по льду гулять. Трещины можно не заметить. Он просто вид шикарный. Просто что-то несравнимое. Это реально, это ледяной Жайлау. Мост Жайлау, мост Жайлау. Да, ледяное пастбище. Отдыхаем. Вот с таким видом. Ой, прикольно, смотрите, пляж. Какой мелкий песок прям откуда-то вымыл, видите? Из речки все пришло и вымыло здесь. Ребят до сих пор не видать, что-то не видно, чтобы они спускались. Вот, я уже спустился сюда. Часть ребят тоже. Я, наверное, потихоньку пойду уже к машине. Надо будет только лошадь свою забрать. Как прекрасно, что в любой момент можно вот так лечь и отдохнуть. И земля такая теплая, классно. Камни здесь, конечно, разные. Любых размеров, цветов, видов. Вот так вот возвращаемся обратно на начальную стоянку. Возвращаем лошадей и потом возвращаемся в наше жилье, ночлег в юрту. Красота, потихоньку возвращаемся. Виды потрясающие просто. Будете в этих краях, конная прогулка, это must do it, как говорится. Must do. О, лазал. Как вам путешествие? Ой, вообще классно. Без плана, без графика. Есть свои сложности, но
Но нужно, как говорится, от всего получать удовольствие, наслаждаться. Вот. Супер. Здесь вот туша коровы. Говорят, что ее съели. Волки напали. Виды просто что-то с чем-то. Most epic views in Mongolia. Все, лошади по навигатору возвращаются на точку старта. Видите, здесь и верблюды служат, работают. Час 45 занял обратный путь. Все болит. Руки, ноги, жопа, спина. С нами тут поделились, что вот такие вот лошади их стоят примерно 2 миллиона монгольских тугриков. В наших деньгах примерно 305-310 тысяч тенге. Андай туалет, господи. Киіз үйде сен киіз болсын кәдімгі. Қырғыздар топ. Туризмнен қырғыздар топ. Жолын бәрі нәрсе болған. Жол, сеть, гестхаус, везде отель керегін. Енді көріп тұр ғой, туристердің ақша конкретно келеді. Так что молодцы. Осындай жерге дейін бар ғой. Мхм. Грейдермен жол текстеп қойған ғой. Мә, молодцы вообще. Осындай видео ғой. Енді дұрыс қой, чтобы турист шаршамау үшін келеді, демалады нормально. Дистанция примерно осының 2 сағат шығар, бірақ именно последний бүгін жүрген жол бар ғой. Мхм. Сондай жерде. Соны, короче, грейдермен текстеп шыққан. Бірде бір тас жоқ қойшы тұрып қалатын. Вообще мықты. Ой, красавчик. Риза болдым мен. Красавчик, красавчик. Образ перепись Так. Возвращаемся обратно в нашу юрту. Там нас ждет ужин. За 50 минут добрались до юрты. Сейчас узнаем, где будет ужин. Приехали в новую юрту. Здесь будем ужинать. Сейчас будет греть. Здесь будем, наверное, кушать, накрывать стол. Жоқ, басқа жер ғой? Похож, да, похож. Кстати, Печка стоит на... короче, ребята наши, которые поднялись, трое ребят, за 3 часа поднялись на вершину. И за 2 часа вернулись, спустились вниз. Вот, сказали, поднялись, здорово, все видно, классно. Говорит, проблемы с водой были, говорит, но там, оказывается, какой-то снег таял. И они, короче говоря, этот снег пили. Вот. Сейчас все уставшие, у всех все болит. Отдыхаем. О, сорпасын сұрау керек, сорпасын. Вот такие вот манты. Здесь интересно подают. Делают их как этот, как... Қалай мынаны? Манпар емес? Орама, орама жасайды, соны кесіп тастайды. Делают отдельное блюдо, как урама, потом режут его. Обычно внутри, видите, что-то есть там, как этот лук, морковь. Прием ужина подошел к концу. Собираемся. Едем на ночевку. Карлтон, доброе утро. Я нахожусь сейчас в Монголии. Это продолжение вчерашнего видео. Сегодня уже 1 августа 2025 год. Мы находимся на одном из джайляу. Название данного пастбища не знаю, но пастбище огромное. Ой, вчера был замечательный день, шикарный день. Столько всего увидели, столько всего красивого увидели.
Ох, вообще, рекомендую вообще видео предыдущего дня посмотреть. Просто было шикарно. Очень круто было. Вот в таком вот месте ночевали. Такие вот юрты предоставляются. Если вдруг вам интересно, вчера же мы ужинали, да, ужин вышел в 190 тысяч монгольских тугриков. По казахстанским деньгам примерно 26-27 тысяч тенге. Это на 8 человек. Быть может, эта информация кому-то будет интересна. Вчера также узнали по стоимости лошадей. В плане именно купить лошадь. Монгольские лошади стоят примерно 305-310 тысяч тенге. А бараны, оказывается, здесь стоят $50-60. Ну, то есть вот такие вот цены. Что еще? Ну, дальше больше. Сегодня потихоньку будем уже выезжать с этого плато, с этого пастбища. Будем возвращаться в населенный пункт Ценгель. После вчерашнего дня, на удивление, ноги не болят, но зато болит поясница и спина. Ребята говорят, что это от того, что как бы с непривычки езды на лошадях. Вот, если вы долгое время не ездили на лошади верхом, и потом вдруг сели, и потом сразу поехали там до 4 часа, то вот такой будет эффект. Спина, поясница болит, но не прям так сильно, так скажем, ходить без проблем можно. Сложно было вставать с кровати. Ой, вон, видите, новая группа людей. Туристы потихоньку направляются обратно в ту локацию, где мы вчера были. Эти места называются Алтай Таван Богд или Без Богда Таулары. На завтрак доширак, вода из реки. Доширак вот такой, корейский для Монголии. Состав, конечно, здесь мощный. Вот почему я говорю для Монголии. Здесь, видите, принимающая с монгольской стороны все. Благодаря спутниковому интернету ребята сидят в телефонах, потихоньку собираемся. Вчера мы здесь как раз арендовали лошадей, чтобы, получается, ну, сделать небольшую прогулку на лошадях. Почти на весь день лошадь была аренда за одну лошадь $17. Примерно по нашим деньгам около 9 тысяч тенге. Это на весь день, представляете, одна лошадь. Вот, там у нас еще и сопровождающий был, который там сидел, нас ждал, смотрел за лошадьми. Вот. И еще, кстати говоря, говорят, что это подорожало. То есть раньше, оказывается, цена была вообще 5 тысяч тенге на весь день. Вот так вот лошадь берете, 2 часа туда, 2 часа обратно, еще там ходите, гуляете, потом вечером возвращаетесь. Такие здесь вот цены. На фоне этих цен мы задумались о ценах в Казахстане. Почему в Казахстане взять лошадь очень дорого выходит? Здесь получается всего лишь 9 тысяч тенге в день, а в Казахстане такая прогулка точно обойдется, не знаю, ну 40, может быть, тысяч или 50 тысяч тенге. Вот, ну даже взять те же там, да, Кульсайские озера, Каинда. Уже собираемся, вот загрузили весь багаж. Я же говорю, он вместимый очень, машина вместимая. Вот видите, весь наш багаж здесь. В предыдущем видео я об этом не говорил, но вот здесь вот мы сейчас как раз делаем расчет и уже потихоньку выезжаем. Обошлось 2 юрты, аренда 2 юрт, 2 ужина, вчерашний ужин и предыдущий ужин на 8 человек вышло 526 тысяч монгольских тугриков. Или, если в тенге, 80 тысяч тенге. На 2 дня, 2 юрты, 2 ужина, 8 человек. Аренда машины, конечно же, с водителем, это уже отдельная тема, там уже своя стоимость. Там, кажется, было 350 тысяч монгольских тугриков, это бензин. И еще работа, ну, как бы сопровождение нашего водителя-гида, это где-то там около 300 тысяч монгольских тугриков в день.
О, смотрите, там сейчас собираются на лошадях выходить и на верблюдах, получается. По всей видимости, это будет какая-то транспортировка. Видимо, на бейскамп идут. Вчера, кстати говоря, там вот у подножия гор, где лежат ледники, там есть бейскамп. И там, оказывается, люди ночуют в палатках. То есть и такой вариант есть. Можно здесь ночевать в аулах. Ну, точнее, вот на этом Жайлау, на этом пастбище. Или же ночевать там уже на вершине в бейскамп. Насчет цен, какие там в бейскамп, не знаю. Все, вещи все собрали. Потихоньку выезжаем. Видите, юрта с отоплением. Вот. Ну, немножко, конечно, после нас тут грязь. Это все будет подметать, убирать и готовить под новых гостей. Единственное, конечно, здесь пока что сюда свет только-только проводят, пока что света нету. Многие пользуются солнечными панелями и аккумуляторами. Этого достаточно только для освещения. А чтобы зарядить технику и так далее, к сожалению, нет. Так что не забудьте с собой пауэрбэнки. Вот. А так, со временем сюда тоже вот свет тянут. Так что, может быть, в следующем году здесь уже будет свет свой. А это вот вторая юрта, которую мы брали. Здесь у нас другая часть ребят спали, команда. О, смотрите, оказывается, есть еще деревянные кровати. И я спал на этой, на пружинистой кровати, которые советские же есть. Оказывается, еще деревянные есть. Здесь тоже печка стоит. Немножко юрта отличается. Потихоньку выезжаем. Это был просто незабываемый отдых. Еще раз повторюсь. Было очень классно, крутой опыт. Тем более с ребятами, да, вот с командой iCaravan. Это платформа для хостов. Они вот продвигают по СНГ, по Казахстану для развития туризма в сельских местах. 12:05 выехали от юрты, где ночевали. Здесь вот мы на территории национального парка ночевали. Ну или рядом. Вот въезд в нацпарк. Оказывается, эти места считаются священными для монголов. И сюда приезжают, говорят, нужно приехать 3 раза за всю жизнь нужно приехать. О, а вот местный рейнджер. Здесь вот на въезде в нацпарк есть туалет. Это шлагбаум. Здесь огромное пастбище Жайлау. И здесь расположены более 70 юрт, которые готовы принять гостей. Дорогу уже я ранее показывал. Дорога бездорожья, каменистая. Есть сложные участки. Про это было отдельное видео на канале. Вот сейчас у нас позже 1 августа, 8 месяц. Кстати, вот видите, сюда на этот кроссовер приезжают. Монголы вообще, кажется, они как бы ездят на любом транспорте, даже на Камри приезжают сюда, несмотря на сложность дороги. Так вот, оказывается, юрты здесь стоят до середины сентября. Потом, говорят, здесь уже становится очень холодно, местами снег выпадает. Кстати, в некоторых юртах организовывают небольшие кафешки. Уже насчитал 65 юрт. Вот сейчас мы едем буквально сколько, 15 минут едем. Осы жерге дейін 92 киіз үй санап шықтым. Насчитал 92 юрты вот до этого места. Сказали, дальше уже все. Там дальше уже юрт нету, только если еще ниже ехать. Представляете, 92 юрты. В основном, как минимум, минимальная вместительность это 5 человек. В некоторых местах бывает от размера юрты еще больше. Кстати говоря, летом здесь температура вот вечером, да, 10 градусов. Так что сюда берите с собой теплые вещи. Некоторые путешественники с собой берут еще этот
как этот, спальный мешок берут, чтобы комфортнее спать. Также еще, конечно, можно приехать с палатками. Можете поставить палатки где-то рядом с речкой, тоже не проблема. Потому что в эти дни видели, некоторые джиперы приезжают, они ставят палатки. Кстати говоря, некоторые туркомпании предоставляют интернет от Starlink. В Монголии он работает. Сделали небольшую остановку. Это вот основной въезд. Карта здесь. Название Алтай-Таван-Бог National Park. Алтай-Таван-Богдын. На английском будет Алтай-Таван-Бог National Park. А видимо на монгольском Алтай-Таван-Богдын. Вот это, видимо, герб национального парка. Это, видимо, это походу мраморная плита. Эти вот все выгравировали. Нашел еще один стенд, но он, видимо, упал. Вот тут на разных языках написано: заповедник, пограничной зоне, давайте любить, защищать природу. Let's protect our nature. National Park, borderline. Хилин Бус, Улсын Тускай, Хамгалатай Газар, Байгалия, Хайрлан, Хамгалия. Утром еще не умывался. Сейчас как раз на речке остановились. Ух, вода какая! Ух! Ах, вообще классно. Освежились. Можно ехать дальше. О, небольшая остановка. Мы здесь останавливались, когда ехали в ту сторону, только в ночное время. Видите, есть вот такие броды для прохождения. И обалдеть, прикиньте, здесь вот на Тойотах, Камри проезжают по этому броду. Я в шоке, короче. Вот, это обычно монголы катаются, говорят, и они прям, короче, на все бабки ездят. Короче, живут, кайфуют, получают удовольствие от езды. Все, мужики пошли купаться. Уф! Красавчик. Хопда, хопда, Қайта. А? Қайта. Все, нормально? Я. Хопда, өзені. Река Хопда. Ледяная. О. С ледников идет вода. Купаемся. Рахатай. Мына су бізді емдеп отыр, Соның аяқ жағы ғой. Заехали сюда, здесь, оказывается, держат беркутов, беркучи есть, получается. Вот здесь такие мосты. О, вода, это же Аксу же, от которой как молоко. Вот. Номера из Улан-Батора. Ну, вот здесь и кафешка есть, и магазинчики. Сотовые номера в Монголии. Вот она, белая вода. Реально как чай с молоком, знаете. Вот, ну я понимаю, я так думаю, это вот вчера, где мы были, у ледников. Там, видимо, где-то есть известняк или какая-то вот порода. Ну вот, как, знаете, как песок, что-то такое. И он оттуда его вымывает. И вот эта вода вот оттуда идет таким вот цветом. А так сказали, если ее набрать и отстоять, то вот этот весь осадок, вот этот песок или вот эта грязь или что-то такое, она, короче, вниз опускается. И вода прозрачная, как везде. Пообщались с водителями джипов. Ребята монголы из Улан-Батора. Кстати, знают русский язык. Вот, говорят, вот везем, говорит, тур, говорит, типа оттуда. Оттуда почти ехать 1700-1800 километров. Потом еще здесь пилить 7 часов по бездорожью. Короче говоря, нормальный такой путь. Из поездки в Монголию делаю небольшую нарезку
видео, там формат Shorts, Reels. Будет про еду обязательно, что мы ели в Монголии. Рекомендую к просмотру. Это будет отдельное видео. Вот, потом выложу. А вот эта вода вот мутная, сказали, примерно 10-й месяц она становится, говорят, чистой. Вот это вот известняк или это песок, короче говоря, он идет со стороны ледников. И говорят, уже, короче, в 10-м месяце они, короче, застывают там. И его идет, то есть, очень мало. И да, вода становится чистой, прозрачной. Говорят, в это время приезжают рыбаки и рыбачат на реке. Очень красивое место. Решили здесь пообедать. Вот этот вот беркут здесь живет. Фото, видео. Мен сипаласам шықтыйды ғой ағыз. Конечно. көз ашып зум жасап тұрыңыз. Суретке түсіріп алыңдар. Мына бүркітші шамандоз емес мына. Бүркітші қыз боласың ғой. Көтер. Ауыр ма? Ауыр ғой, 8 килограмм бір қолмен. Көтер. Бері қара. Примерно 8 килограмм весит. Тяжело поднимать одной рукой, если непривычно. Андақсы көтереміз. Давай, бір қанатын ашады қазір. Қазір біткенде болмайды. Былай қарап тұру керек. Былай, соның үстінде бар. Суға қарап. Современные дрончики, точнее беркучи. О, да. Нормально? О. 4 года ему, оказывается, вот. Красавчик. Едем дальше, выехали. Здесь вот по пути есть какие-то бордовые горы. Смотрите, прям насыпные, большие бордовые горы. Местами красноватый оттенок. Другая сторона гор. До этого мы ехали по той стороне, теперь едем по этой стороне. Интересно, что и там горы отличаются цветом, фактурой, вообще видами даже.
хотя другие виды, другие камни, горы отличаются. Чем-то напоминает Бурабай, Баянаул. Добрались до населенного пункта Ценгель. Здесь вот есть леса. О, скучали по Мерседесу. Вот на этой машинке мы приехали сюда. Видите, хочу ауылға, проект Айкараван. Вот Ценгель находится вообще в шикарном месте. И река есть, и деревья, и горы. Получается, от той юрты, где мы ночевали, до Ценгель добрались за 5 часов. Я отсюда сминусовал то время, которое мы потратили на обед. И вот 5 часов получается. А если вместе с обедом, то 6 часов. И вот сейчас на берегу вот этой чудесной реки, на фоне этих красивых деревьев, тут вот команда записывает кое-какие интервью для проекта Айкараван, который я ранее говорил. Мы уже с ним 10-й день путешествуем. Сейчас вот основатель проекта Айкараван Талгат будет давать интервью. Обо всем этом будет, конечно, у них на платформах, в Инстаграме, в ТикТоке, в Ютубе. Ух ты, какой мост интересный, однако, а? Смотрите, все на дереве стоит, основа каменистая. Добрались до Улан-Кос. Едем в сторону Сахсай. От Ценгель до Ульги доехали за 2 часа и 15 минут. Но в этот раз по другой дороге, кстати говоря. Приехали вот такое место, вот здесь вот, ну, типа как шашлычное кафе. Много людей, топчаны, ой, не топчаны, а беседки есть. Там вот есть фонтан. Готовят сырне и шашлыки. Сейчас уже почти 12 ночи. Сейчас 12 часов ночи. Это вот самое то, что нужно кушать в 12 часов ночи. Шашлык, сырне. Красота. Ұрпақтарға беремізді кезекті біз кетеміз. Кету үшін келгенбіз. Өмір деген бұйым емес қолдаға. Өмір деген ұлы бекет жолдаға. Қаның кеуіп қаталаған кезінде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда даланау. Бәрі бізден қаладау. Пин-код. Нема кредит карт деген бар ма сенде? Жоқ. Қадірлім нұр ойнаған, дидарыңнан еріксіз таң қалдырған, сабыр салған. Баттай өлке кетем, мен сенің күлкіңді де көркем етем. Құдайдан жеткірсін деп ұрыспаймын, Құдай бере салғаным деп еркелетем. Төбеңнен терезеңе күл атам, шығарам ғашықтардың шын атағын. Бір саты төмен тұрса құп көремін, әйтпесе сол сатыдан құлатам. Өлең білем, соғын білмей, бас жағын білем. Соны айтып берейін. Алтайдың даласына шөлірге барасың ба? Туған жер сағынышым, мәңгесте қаласың ба? Шалғынның арасында, таулардың арасында,
жалғыздың дәмі шыққан бұлаққа қанасың ба? Алтайымда алам сен өскен бабам, қыстау қып құмыңды өліңді өткізген өмір өзенін. Зайди малия кайди идомей гуйха зайди малия маden我在山上抱你几只马，正当你在山下歌唱，婉转如云霞。歌声使我迷了路，我从山坡滚下。哎呀呀，你的歌声婉转如雨下。Алғанау тіл қаталмай қарадым-ай, қасыңа бара алмадым, сездің бе жан арманым, еріксіз қалқам саған ән арнадым. Алтайдың ар жағынан келген ару, жалт етіп қарағаның емге дәру шіркін. Мөлдір жанарың-ай, жас дидар жамағың-ай, қалқам-ау тіл қаталмай қарадым-ай. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жан арманым, еріксіз қалқам саған ән арнадым. Баянды болсын сенің ұшар бағың, қолыңды қожайтысып қыса алмадым шіркін. Мөлдір жанарың-ай, жас дидар жамағың-ай, қалқамың тіл қаталмай қарадым-ай. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жан арманым, еріксіз қалқам саған ән арнадым. Әлем жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сеңдердің құстардың қанатын самғаған, далалық құштарым өзіңе арнадым. Әлдилеп аялап өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағым мен үшін. Іздеп келсем де мен саған сәбимін, көңілімді көктемде көзіңнен танимын. Іздеп келсем де мен саған сәбимін, көңілімді көктемде көзіңнен танимын. Сол үшін алып қояқ дейм ма? Жарқырап айлы түнде жұлдыздардай, бәлкім сен бақытым боп жаңылмассың. Тірліктің талай мұңы болған менен, тағдырдың талай мұңы болған менен, өмірге келгеніңе
Өкінбесін, өкінбесін, өкінбесін. Алтынай білесің ба? Қайсы? Алтынай. Сағындым бұл жалғанда мен сені, айнымайтын бағыңмын, жанарыңнан айналдым, дәлізіңде ағылдым. Айда көзім қадірім, айнымайтын бағыңмын, жанарыңнан айналдым, дәлізіңде ағылдым. Отличный вечер, классно посидели, вообще супер. Получается, где-то коммунс получается 1 литр 2000 тенге, 200, так. Вот, сейчас еще вот ночью ищем, получается, обменник еще, или банкомат, оказывается, с этим здесь сложнее в ночное время. И магазины, кстати говоря, оказывается, многие, да, почти не то, что многие, а почти все не работают круглые сутки. И после 12 сложно найти магазин. Вот сейчас уже почти 3 часа ночи, все закрыто. Но нашли один магазин, который работает, и там есть банкомат. Вот, и чисто это все, как бы местные ребята нам помогли. Без них точно никого не нашли бы. Вот сейчас немножко закупимся и, получается, поменяем деньги и уже дальше на границу. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.